Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам предлагаю связать простую, но очень интересную кофточку спицами. Кофточка с регланом. Как вы видите, здесь нет каких-то сложных узоров. Все вяжется очень просто. Достоинство этой кофточки в том, что у нее выполнен такой интересный реглан. Посмотрите, ажурная линия, ажурные прибавки по реглану, которые отлично сочетаются с простым ажурным узором на рукавах. И смотрится на фигуре такая кофточка очень интересно. Сразу вам сделаю вставку, примеряю на себе кофточку и показываю, какая модель получилась. Также вставки ажурного узора я сделала по бокам, тоже для комфорта в носке в жаркие дни. И также такая ажурная полоска немножко разделяет вот основную часть кофточки. Вся кофточка вяжется сверху вниз с регланом без швов. Здесь не сделано ни одного шва. Я выполнила вот такие короткие рукавчики. Здесь от подрезов сделала заужение по рукавчикам, сузив рукавчик вот так немножко фонариком, он здесь собирается. Ну и вся модель простая, прямая, свободная. Можно, конечно, вязать такую же кофточку с длинным ажурным рукавом по желанию. Смотрите, такая кофточка на повседневную носку будет отлично сочетаться как с джинсами, также с какой-то юбочкой. Я вязала кофточку на весну из пряжи Alize Cotton Gold Practica. Это полухлопок. Ниточка вот такая средней толщины, мягкая, приятная. Не раз вязала из этой пряжи кофточки. И мне нравится, как они носятся. Очень комфортно. И в уходе тоже вещи получаются довольно практичные. Моточек 100 грамм. В нем 220 метров пряжи. Я использовала спицы номер 5. Смотрите, можете вы выбирать пряжу хлопковую, полухлопковую, любой толщины. Подбирайте спицы под толщину нити. И единственное, вы по плотности вязания должны рассчитать, сколько вам нужно набрать петель для начала вязания. В принципе, при вязании данной кофточки я не делаю попетельный расчет. Главное, делаю расчет в начале вязания, чтобы выполнить горловину на нужную ширину выреза, вот чтобы она хорошо смотрелась, да, ну, желаемой ширины была. А дальше только рассчитываю количество прибавок по реглану, сколько нужно связать реглан, то есть по петельно. Здесь я не считаю петли в каждом ряду, на каждую деталь, сколько получилось петель. Просто делаю примерки, чтобы связать кофточку на свои параметры. Я вяжу кофточку на себя на 48 размер, обхват груди 98-100. Ну и такая же ширина получается всей кофточки. И в принципе все здесь. Основные мерки это самая широкая часть тела, это обхват груди. Если вам интересна эта модель, присоединяйтесь ко мне и начинаем вязание. И, кстати, на вязание кофточки у меня ушло чуть больше 3 мотков, то есть моточек по 100 грамм, 3 мотка и вот начало 4-го. То есть 300 грамм весит кофточка, очень легкая и комфортная в носке. Приступаем к вязанию. Начинаю вязание джемпера. И после всех расчетов я набрала петли для горловины. Набирала петли и сразу отмечала маркером линии реглана. Вначале 30 петель для спинки, 3 петли для реглана, затем 20 петель для рукава, 3 петли для линии реглана, вновь 30 петель для переда, 3 петли для реглана, 20 петель для второго рукава,
3 петли для последней линии реглана и еще плюс 1 петля для соединения наборного ряда в круг. И начинаю вязание первого ряда резинки, соединяю ряд в круг, как обычно, как вяжем шапку. Первую петлю снимаю и вот эту вот добавочную наборную петлю перекидываю сверху через первую петлю, затягиваю здесь кончик нити и далее перехожу на вязание резинки 1 на 1. Начну с изнаночной петли, чтобы здесь лицевой закончить, лицевая, и чередую изнаночная и лицевая. Здесь я взяла спицы с короткой леской, как для вязания шапки, чтобы удобно было вязать пока горловину. Вяжу горловину резинкой 1 на 1, выполняя планочку на высоту примерно 3 сантиметра. И далее перехожу на вязание верхней части кофточки с прибавлениями по линиями реглана. И буду рассказывать подробно, как увязывать узор. Я связала резинку для планки горловины, провязала 7 рядов резинки. И после резинки провязала еще 2 ряда по кругу лицевой гладью, выполняя только лицевые петли. Я запоминаю, что последний красный маркер — это у меня конец кругового ряда и начало нового ряда. И начинаю в 3-м ряду после резинки вязать уже реглан, вывязывать реглан, делать прибавки по реглану и вывязывать ажурный узор по рукавам. Так как у меня сразу сейчас в начале ряда идет спинка, петли спинки провязываю лицевыми, то есть тут 30 петель идет, и провязываю их лицевыми. Довязав до маркера, первый маркер, первая линия реглана, переношу маркер. Сразу после маркера делаю накид на крючок, провязываю одну лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. То есть здесь по одной линии реглана я сделала 4 накида, 4 прибавки. И такие прибавки я буду делать каждый 4-й ряд. То есть через 3 ряда буду то же самое прибавлять через накиды петли по реглану. И причем прибавленные петли по 2 петли я буду переносить через, можно сказать, тоже каждый 4-й ряд, перемещать маркер и переносить петли. 2 петли будут уходить на спинку, 2 петли уходить на рукав. После маркера и после линии реглана, смотрите, здесь у нас был последний накид, перенесли маркер и начинаем вязать ажурный узор по петлям рукава. Здесь 20 петель, первую петлю провязываем лицевой, далее вывязываем ажурный узор. Самый простой: делаем накид и провязываем 2 петли лицевых. Итак, повторяем 9 раз. Накид, 2 петли лицевых, здесь вяжем за переднюю стеночку. Когда останется одна петля на части рукава, провязываем ее лицевой, переносим маркер и вывязываем вторую линию реглана, прибавки для нее. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. То есть здесь также 4 накида, 3 лицевых. Переносим маркер и следующие петли передней части провязываем просто лицевыми петлями.
И вяжем так до следующей линии реглана. Я довязала уже по счету, это третья линия реглана. Переношу маркер и делаю точно такие же прибавки: накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и четвертый накид. Переношу маркер и провязываю. По второму рукаву вяжем первая петля лицевая, далее провязываем 2 петли вместе, но уже вяжем за вторые стеночки, чтобы у нас наклон петель был в другую сторону. И после 2 петель вместе делаем накид. То есть в начале при первом вязании первого рукава мы делали накид, потом 2 петли вместе за первые стеночки. Здесь немножко наоборот. И повторяем. Также повторяем 9 раз, 2 петли вместе и накид, 2 петли вместе за вторые стеночки и накид. Остается одна петля по рукаву, провязываем ее лицевой и выполняем последнюю линию реглана. После маркера накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и четвертый накид. Переношу маркер и начинаю новый ряд. Здесь сразу идет без переходов. И следующий ряд провязываю все петли, все накиды лицевыми петлями. И еще 2 ряда тоже вяжу просто лицевыми петлями. Итак, прибавление по линиям реглана и провязывание ажурного узора по рукавам будем выполнять каждый 4-й ряд. После ряда, в котором выполняла прибавление для реглана и вывязывала ажурный узор по рукавам, провязала 3 ряда лицевыми петлями и в 4-м ряду вновь делаю прибавление. То есть каждый 4-й ряд будем делать прибавление и вязать ажурный узор по петлям рукава. Но вначале необходимо поменять маркеры по линиям реглана. Здесь переносим маркер на 2 петли назад, а вот этот маркер наоборот переносим на 2 петли вперед, и тем самым у нас остаются 3 петли, так же как было в начале вязания. И относительно этих 3 петель мы будем делать прибавление по реглану. И здесь я провязываю петли спинки. Можно сразу переместить все маркеры. И получается, по спинке в этом ряду количество петель прибавится на 4 петли. И то же самое по рукавам и по передней части. Так, переместила пока маркеры и начинаю вязать петли спинки. Здесь лицевые петли. Довязав до первых 3 выделенных петель линии реглана, переношу маркер и точно так же делаю прибавки по реглану. Перед лицевой петлей провязываю лицевую, после накид, лицевая, еще накид, лицевая и накид. Также 4 накида делаем по линии реглана. И дальше начинаю вязать ажурный узор. Так как у нас количество петель по рукаву увеличилось на 4, то у нас получается прибавилось 2 раппорта узора. После маркера провязываю одну лицевую и также как в начале, то есть в первом ряду ажурного узора, делаю накид и затем провязываю 2 петли. Здесь вяжу за передние стеночки. По второму рукаву делаю наоборот. Вначале провязываю 2 лицевые за вторую стеночку, а затем делаю накид. И так вяжу ажурный узор до следующей линии реглана. Здесь в конце 1 лицевая, прибавки по линии реглана, по передней части провязываем лицевые петли, вновь прибавки для линии реглана, здесь я еще не переместила маркеры, и вяжем ажурный узор по рукавам. И после 3 ряда просто лицевых петель. Итак, я вяжу
верхнюю часть, кокетку, выполняя прибавки по линиям реглана и ажурный узор по рукавам, пока у меня кокетка не достигнет нужной высоты и ширины. Дорогие рукодельницы, я связала пока верхнюю часть кофточки, связала реглан на нужную мне длину, и сейчас вам расскажу, какие у меня получились размеры верхней части кофточки. Напомню, вяжу я кофточку на 48 размер, обхват груди 98, и у меня линия реглана от начала выреза горловины в длину наискосок получается 21 сантиметр. Смотрите по своим меркам, можете вязать реглан длиннее. Я уже пересняла петли рукавов, петли спинки переда на отдельные спицы. В таком виде можно примерить верхнюю часть кофточки и посмотреть, как смотрится верхняя часть, и нужно ли связать реглан длиннее, где сделать больше прибавок, и примерно наметить, какой высоты нужно вязать росток. И ширина передней части и спинки у меня 40 сантиметров. Напомню, что обхват груди 98, то есть сейчас у меня пока на обхват 80 сантиметров. Недостающие сантиметры я буду выполнять по ширине за счет прибавки по подрезам, по рукавам. Ширина рукавов, сейчас измерю, у меня получается примерно 35 сантиметров. Еще потом более точно измерю и буду рассчитывать, сколько делать прибавки на подрезах. Но для вязания ростка я буду вязать петли только по спинке, удлиняя спинку, чтобы вырез горловины по передней части у меня смещался вперед. И росток я буду вязать на высоту 3-4 сантиметра. 3-4 сантиметра это примерно 3 повторения вот ажурных вот этих дорожек. И после того, как я свяжу росток, сейчас у меня пока перед и спинка абсолютно одинаковой длины, у меня спинка удлинится и вырез горловины будет смещаться вперед. И сейчас я продолжу вязание. Здесь начало ряда идет как раз по спинке. И смотрите, вот эти вот петли, где центр реглана, маркер я не убирала, я перемещаю на детали перед и спинки. То есть здесь центральная петля реглана у меня уходит в начале на спинку. Здесь я ее тоже переместила на спинку. А по другим сторонам рукава здесь тоже центральные петли у меня ушли на переднюю часть. Но далее я буду продолжать вязание тела кофточки просто лицевой гладью. Поэтому я выполняю прямое полотно, по лицевой стороне провязываю лицевые петли, по изнаночной стороне изнаночные петли. Дорогие рукодельницы, я сейчас провязала росток, удлинив спинку на 4 сантиметра. Закончила последний ряд по лицевой стороне, и сейчас я сложила совместив последние ряды переда и спинки. Петли на рукавах у меня сняты на другие спицы, и сейчас я начинаю вязать тело кофточки. Смотрите, сейчас можно примерить на себя верх и примерно прикинуть, как будет у вас располагаться вырез горловины, насколько он будет уходить вперед. Если вам недостаточно высота этого ростка, то провяжите еще 1-2 сантиметра. Итак, далее
Измеряем ширину переда и спинки. У меня здесь получается 43 сантиметра. А мне нужно, чтобы у меня кофточка в ширину была 100 сантиметров. У меня обхват груди примерно 98 сантиметров плюс 2 сантиметра для свободы облегания. А если вам нужна шире кофточка, то, конечно, у вас будут другие расчеты. Смотрите, мне еще нужно по подрезам добавить в общем 14 сантиметров, то есть по 7 сантиметров с двух сторон. И здесь я по плотности вязания измеряю, сколько петель в ширину входит на 7 сантиметров. Я посчитала, мне нужно 14 петель добавить по бокам, под рукавами. И не обрывая нить, вот после вязания ростка на спинке, я делаю набор петель обычным петельным способом и набираю так 14 петель. Набрав петли для первого подреза, далее начинаю вязать по передней стороне, пропустив петли рукава. Смотрите, здесь уже маркером можно убрать. Тоже провязываю лицевые. И по желанию, смотрите, можно вязать кофточку просто лицевой гладью по кругу, выполняя только лицевые петли. Можно по бокам под подрезами продолжить вязание ажурного узора, как на рукавах. То есть в следующих рядах, ну не в следующих рядах, через 2 ряда лицевой гладью или через 3 ряда в каждом 4-м ряду выполняем точно такой же ажурный узор, накид 2 петли вместе лицевой по петлям подреза. И тогда у нас с двух сторон будут идти вот такие ажурные полоски. Это, как я сказала, по желанию. Сейчас я набрала петли для первого подреза, провяжу петли переда. И точно так же набираю столько же петель для второго подреза, замыкаю вязание в круг, в кольцо и вяжу тело кофточки. Вязание буду выполнять прямо, то есть без приталивания, и буду вязать кофточку на нужную мне длину. Дорогие рукодельницы, я возвращаюсь к вязанию, к видеовязанию кофточки уже на последнем этапе вязания. Я довязала от пройм кофточку до низа. Внизу выполнила 5 сантиметров резинки, закрыла петли эластичным способом. Ссылку на данный способ закрытия петель я оставлю внизу, но вы можете закрывать петли своим любимым способом. И я по бокам выполнила вот ажурный узор, как я и говорила. Всего у меня длина кофточки от пройм 30 сантиметров, 25 сантиметров ажурный узор и 5 сантиметров резинки. Смотрите, можете вязать здесь уже на свой размер, на свою длину, по своему росту, примеряю кофточку. Это уже очень просто сделать. Кофточка у меня здесь идет прямо, здесь просто лицевая гладь, и с двух сторон вот такие ажурные вставки. И я уже выполнила один рукав, и сейчас вам покажу, расскажу коротко, как вязала рукав. Смотрите, рукав я связала короткий, но вы можете вязать рукав, пожалуйста, на любую длину. Можете связать такой и длинный ажурный рукав, тоже будет такой пуловер
кофточка такая будет хорошо смотреться. И смотрите, при вязании рукава здесь вы можете рукав заузить на нужную ширину. И так как мы набираем петли здесь по набранному краю и подреза, и спинки, и здесь по уголкам, чтобы не было дырочек. И здесь мы как вязали, делали прибавки для реглана. Конечно, если вязать на всех петлях ажурный узор рукава, то рукав будет широкий. И поэтому я вот вывязываю в начале от, получается, от подреза вот такой вот треугольничек из убавок и заужаю рукав до нужной мне ширины. Мне кажется, так лучше делать, ну, как бы сразу, вот не в самом начале набирать меньше петель, чтобы не было вот у вас здесь сборок, складок, а набрать вот из каждой кромки вы набираете полностью петли и затем вывязываете вот такую вот как ластовицу, и тогда рукав будет смотреться хорошо. Далее я связала вот рукавчик здесь, небольшая небольшая длина, буквально 7 сантиметров, и здесь закрыла петли, я делала 4 лицевых петли и 5-ю, 6-ю провязывала вместе, чтобы заузить рукавчик к резинке. Далее провязала резиночку и тоже закрыла петли вот эластичным способом. Итак, показываю, как набирала петли для рукава. Здесь у меня немножко другая спица, и поэтому я буду сейчас набирать петли и переносить уже петли на спицы, которыми я вязала. Начинаю набирать петли от центра подреза, чтобы у меня именно здесь был начало и конец каждого нового ряда. И буду набирать петли с помощью крючка. Вначале я делаю начальную петлю, как обычно, крючком, колечко, и затягиваем петельку. И набираю петли на крючок, затем переношу их на спицу. И чтобы по кромке у меня был не было дырочек, я набираю петли так. Смотрите, вначале вкалываю крючок в одну кромку и в другую, и после вытягиваю петлю на крючок. Далее я перенесу эту петлю на спицу. Но пока я наберу все петли вот по этому краю. Далее ввожу крючок вот в предыдущую кромку и в следующую. И через 2 кромки протягиваю рабочую нить, вытягивая петлю на спицу. И поэтому, смотрите, край получается без дырочек. Новое начало. И повторяю так. Ввожу крючок вот в предыдущую кромку, в новую кромку, и через 2 кромки протягиваю петлю. Если бы я вытягивала просто из кромки, вот видите, какая дырочка получается. Но если вот делать таким способом, это очень классный способ, если вам нужно по кромке набрать петли. И так я набираю петли на крючок и после уже переношу их на спицу. В принципе, здесь я не считаю, сколько петель я набираю, просто набираю, чтобы полностью у меня кромка была закрыта. И уже единственное, после только рассчитываю, сколько мне нужно сделать убавок, чтобы заузить рукав. Здесь уже набираю я петли по подрезу спинки.
Так, и вот здесь последняя петля. И здесь, наверное, все. И далее переношу вот эти набранные петли на спицу. Итак, и далее продолжаю вязание. Продолжая вязание, здесь идет ажурный узор по верху рукава. Но здесь у меня еще провязывается просто ряд лицевые петли. Здесь уже я убираю это маркеры после реглана и провязываю вверх, получается ажурный узор, и здесь тоже добираю петли и начинаю вязать следующий ряд по кругу. Но при вязании следующего ряда уже буду делать убавки для заужения рукава, и покажу как. Я набрала петли по кругу рукава, и здесь я уже рассчитала и поставила маркеры, петли, которые буду убавлять для заужения рукава, вывязывая вот такую вот ластовицу. Смотрите, я рассчитала, что мне нужно убавить 18 петель до нужной ширины рукава. И у меня здесь ширина рукава примерно будет 20 сантиметров. Дальше я еще заужаю рукав, но уже перед резинкой. И смотрите, я ставлю первый маркер перед началом вот подреза, и на спинке после подреза еще 4 петли отсчитываю. Вот, поэтому, чтобы не по спинке будет менее видно вот это убавление, поэтому я распределяю петли так. И буду делать убавление. Здесь провязываю после маркера 2 петли вместе с наклоном влево. Можно провязывать за вторую стеночку 2 петли лицевой. А здесь буду провязывать просто 2 петли вместе за переднюю стеночку, и они у меня будут с наклоном вправо. И получится вот такой треугольник. В 9 ряду вот здесь вот закроется вершина. Все петли после маркера, вот здесь сверху рукава, буду выполнять ажурный узор. Итак, провязываем рукав, вывязывая заужение рукава. Далее вяжем рукав на нужную длину, на желаемую длину. После делаю убавки для заужения, как я и говорила, каждую 5-6 петлю вместе лицевой. Провязываю резиночку, закрываю петлю, и все, кофточка будет готова. Останется только провести ВТО, спрятать хвостики, ну и, конечно же, провести заключительную примерку. Ну и сейчас вы уже можете при вязании примерять кофточку и делать какие-то корректировки. Надеюсь, вам понятен процесс вязания. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях под видео. Спасибо за внимание.